Топливный кризис в России, похоже, перестал быть историей про отдельные регионы, где на АЗС временно нет 95-го. Теперь это уже вопрос федерального масштаба и самый показательный признак. Страна, которая десятилетиями жила в статусе одного из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов, начинает завозить бензин из-за границы. Самое время вернуть нефтегазовый комплекс в государственную собственность. Сам по себе импорт топлива не экзотика. Большинство стран мира так или иначе покупают нефть, бензин или дизель. Есть даже крупные экономики, которые одновременно и импортируют, и экспортируют нефтепродукты огромными объемами. Но с Россией ситуация другая. Для страны, которую часто называли мировой бензоколонкой, необходимость срочно искать бензин на стороне выглядит слишком символично, чтобы считать это обычной технической мерой. Почему стало понятно, что быстро проблема не уйдет? Если бы речь шла о кратковременном сбое, власти ограничились бы привычным набором мер. Где-то перенаправили бы поставки, где-то договорились бы с нефтяниками, где-то немного прижали бы розницу. Такое уже бывало. Но сейчас решение выглядит куда серьезнее. С 1 июля правительство на 3 месяца снизило норматив обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 10%. По дизелю обсуждается похожий вариант. Государство фактически меняет правила торговли топливом, чтобы больше объемов можно было распределить вне биржи и направить туда, где ситуация острее. Параллельно обсуждается смягчение топливных стандартов. Бензин и дизель могут разрешить выпускать и продавать в России вплоть до уровня Евро-2. Причем не на неделю и не до конца месяца. Выпуск и обращение топлива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 могут разрешить сразу до конца следующего года. АвтоВАЗ уже начинает рекламную кампанию, что его двигатели нормально работают на таком бензине, не то что иномарки. Это уже не похоже на временную заплатку. Скорее на признание, прежними методами рынок не удерживается. Первым очевидным источником бензина стала Белоруссия. Логистика понятная, политические отношения позволяют быстро договориться, переработка есть. В прошлом месяце Россия закупила у Белоруссии 141 тысячу тонн бензина. Это в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее. Но еще показательнее сравнение с прошлым годом. В июне прошлого года Белоруссия поставила в Россию всего около 1 тысячи тонн бензина. То есть год к году поставки выросли более чем в 140 раз. Цифра впечатляющая. Но на фоне общего спроса она не спасает ситуацию. Белорусский бензин может закрыть часть провалов, помочь отдельным направлениям снизить напряжение на некоторых участках. Но полностью компенсировать выпавшие объемы из-за ажиотажного спроса и проблем с нефтеперерабатывающими мощностями он не способен. Теперь с надеждой смотрят уже на Индию и другие страны. По данным отраслевых источников, Россия начала закупать бензин у Индии. В целом власти, как сообщалось, рассчитывают импортировать из разных стран примерно 400 тысяч тонн бензина в месяц. На слух это звучит солидно. Но если перевести в российское потребление, картина становится скромнее. Летом Россия расходует примерно 110 тысяч тонн бензина в сутки. И это без учета ажиотажного спроса. Значит, 400 тысяч тонн в месяц – это около 4 суток обычного летнего потребления. То есть импорт здесь не становится полноценной заменой внутренней переработки. Это скорее аварийный резерв, который позволяет выиграть время, закрыть самые острые провалы и не дать ситуации окончательно разойтись по швам. В обычной мировой практике импорт бензина или дизеля никого не удивляет. По открытой внешней экономической статистике, нефть и нефтепродукты постоянно импортируют более 130 государств из 195 стран, существующих по оценкам ООН. Около 60% мирового импорта нефти и нефтепродуктов приходится всего на 5 стран – Китай, США, Индию, Южную Корею и Японию. При этом США одновременно являются одним из крупнейших экспортеров сырой нефти и нефтепродуктов. Китай тоже остается крупнейшим участником нефтяной торговли. Большая экономика может одновременно покупать и продавать топливо.
Это зависит от логистики, структуры переработки, сорта нефти, сезонности и внутренних потребностей. Но Россия до последнего времени находилась в другой позиции. Она занимает второе место в мире после США по экспорту нефтепродуктов, то есть тех самых бензина и дизеля, которых теперь начинает не хватать внутри страны. По экспорту сырой нефти Россия третья после США и Саудовской Аравии. И при этом импорт нефтепродуктов раньше был ничтожным, почти незаметным в общей картине. Вот почему нынешний разворот так болезненно выглядит. Страна, которая сама кормила внешний рынок топливом, вынуждена срочно искать бензин за границей. И главный вопрос – за какие деньги? Импорт – это не только вопрос наличия товара, но еще и вопрос денег. До нынешней острой фазы власти уже не раз ограничивали экспорт бензина и дизеля, чтобы удержать топливо внутри страны. Но ограничение экспорта – это одновременно и сокращение потенциальной валютной выручки. А крупнейшие покупатели российской нефти и нефтепродуктов Китай и Индия и без того берут российское сырье с дисконтом из-за санкций. То есть Россия продает дешевле, а покупать готовое топливо в кризисной ситуации ей придется не на самых комфортных условиях. Резко увеличить экспорт сырой нефти, чтобы на вырученные деньги закупить бензин, тоже непросто. Есть обязательства в рамках ОПЕК, есть внутренние потребности, есть санкционные ограничения, есть логистика. Надежда на то, что цены на нефть резко вырастут из-за возможной блокировки Ормузского пролива, тоже пока не сработала. Судоходство через пролив продолжается, несмотря на неопределенность вокруг американско-иранских переговоров. Нефть держится примерно на уровне 72-73 долларов за баррель. Фактически там же, где была до очередного обострения в Персидском заливе. То есть дополнительных легких денег на покупку топлива у России не появилось. Есть еще один неприятный момент. Те страны, которые теоретически могут поставить России значительные объемы нефтепродуктов, не будут заниматься благотворительностью. Индия и Китай хорошо понимают положение Москвы. До сих пор они в значительной степени диктовали условия при покупке российской нефти, пользуясь санкционным дисконтом. Теперь у них появится возможность диктовать условия и в обратную сторону, при продаже топлива России. Получается не самая приятная схема. Сырье продается с уступкой, а готовый продукт покупается по цене, которую формирует уже продавец, понимающий срочность ситуации. Если импорт топлива растягивается не на пару недель, а на месяцы или год, расходы бюджета неизбежно увеличатся, особенно если параллельно государство не станет сокращать другие траты. Теоретически у экстренного импорта топлива есть один побочный эффект, который может понравиться монетарным властям. Ухудшение внешнеторгового баланса способно ослабить рубль. Когда страна больше покупает за валюту, а экспортная выручка ограничена, давление на курс усиливается. Более слабый рубль помогает экспортерам и увеличивает рублевые доходы бюджета от валютной выручки. Но в этой ситуации такой эффект выглядит сомнительным плюсом. Ослабление рубля на фоне топливного дефицита почти наверняка добавит инфляции. А инфляция – это цены на перевозку, продукты, услуги, запчасти, импортные товары и вообще все, что зависит от логистики и валютного курса. То есть рубль может ослабнуть, но обычному человеку от этого легче не станет. Раньше региональные топливные кризисы обычно гасили вручную. Возникла проблема, договорились с нефтяными компаниями, перенаправили часть поставок, временно заморозили цены, усилили контроль. Когда дефицит локальный, такая схема еще может сработать. Но когда топлива начинает не хватать сразу в разных местах, а сами нефтяные компании ограничены поврежденными мощностями и перестроением логистики, ручное управление перестает быть достаточным. Нельзя бесконечно перекладывать один и тот же объем из региона в регион. Если запасов не хватает, кому-то все равно не достанется. Именно поэтому власти идут на импорт. Снижение биржевых нормативов и смягчение топливных стандартов. Это уже не косметический ремонт, а попытка удержать систему, пока основные мощности не вернутся в нормальный режим.
Есть еще и репутационная сторона. Россия долго воспринималась как один из главных энергетических столпов мира, наряду со статусом крупного поставщика зерна и минеральных удобрений. Если где-то на мировом рынке возникал риск дефицита нефти или нефтепродуктов, Россию рассматривали как одного из игроков, способных частично закрыть выпадающие объемы. Теперь ситуация перевернулась. За несколько месяцев страна из потенциального поставщика, который мог бы помочь внешнему рынку, сама оказалась в положении покупателя. Это не означает, что Россия вдруг перестала быть крупной нефтяной державой. Нет, запасы, добыча и экспорт никуда не исчезли. Но кризис показал уязвимое место. Иметь нефть не то же самое, что всегда иметь достаточно готового бензина и дизеля там, где они нужны. Сейчас приоритет понятен. Топливный кризис нужно гасить, даже если это ухудшит бюджетную картину и добавит инфляции. Потому что без топлива нормальная экономика просто не работает. Не поедут грузовики, сорвутся поставки, вырастут цены, у аграриев появятся проблемы с техникой, регионы начнут вводить ограничения, а люди скупать бензин впрок. Импорт, снижение стандартов, изменение биржевых правил – все это меры не от хорошей жизни. Но если другого быстрого способа закрыть дефицит нет, власти будут ими пользоваться. Какие меры нужно принять, по вашему мнению? Может, самое время вернуть нефтегазовый комплекс в государственную собственность? Напишите в комментариях. То, что я не могу сказать здесь, говорю в своем телеграм-канале без цензуры. Подписывайтесь, ссылка внизу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Посмотрите и предыдущие наши ролики, а также подпишитесь на канал, если почему-то еще этого не сделали. Удачи!